Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание соли и поговорим о том, как же правильно вам использовать соль в своей жизни и для того, чтобы, во-первых, защититься от сглаза и избавиться от тех людей, которые, возможно, пытаются к вам прийти и нарушить ваш покой в доме или в квартире, но и также с помощью соли вы можете открыться денежному потоку. Все, друзья, далее более подробно в этом видео, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Вы должны понимать о том, что самым, наверное, одним из сильных инструментов магической защиты является соль. И сглаз и порча, к сожалению, сегодня в нашем современном мире являются достаточно распространенными явлениями. Даже те, кто иногда очень скептически относятся к различным магическим практикам, к ритуалам, обрядам, нередко ощущают на себе их влияние и при этом не понимают настоящих причин своих определенных неудач и проблем. Такие люди начинают страдать от каких-то неизвестных для них болезней, они начинают пить лекарства. И, конечно же, все списывают на свое какое-то плохое самочувствие, на усталость и так далее, и так далее. Другие, стараясь не впустить негатив в свою жизнь, заботятся о своей защите от негатива. И вы знаете, вот те люди, которые изо дня в день читают какую-то информацию, познают этот мир, не сидят на одном месте, они большие молодцы, потому что у них в голове очень важная цель и задача. Как прожить этот день так, чтобы в жизни их и их семьи было хорошо. И здесь нам на помощь придет соль. Вы знаете, соль во все времена считалась магическим веществом, который способен и защитить человека, и очистить. Конечно же, соль и сейчас используют как оберег. Считается, что недоброжелатели, враги, которые стараются наслать на вас порчи, именно боятся соли. Поэтому защита солью, наверное, один из самых хороших способов обезопасить себя от любого вида негатива. Ведь недаром наши бабушки, дедушки, отправляясь в дальнюю дорогу, всегда с собой брали горсточку соли или использовали ее в обрядах очищения. Возможно, вы это могли увидеть у своих прабабушек, а также и у дедушек, которые проводили простые практики, бросали соль, щепоточку и обязательно говорили какие-то слова. И вы знаете, эти знания перешли и сегодня в нашу современную жизнь. Давайте начнем с того, что вы с помощью простой соли, которую мы используем на кухне, вы можете и защитить свой дом. Для любого человека его собственный дом является местом, где он чувствует себя защищенным и от проблем, от неприятностей, от встреч с неприятными людьми, с негативными эмоциями, с какими-то проблемами и так далее. Однако негативное воздействие может проникнуть и в ваш дом. И не всегда этому способствует порча или какие-то магические слова. Обычные недоразумения и ссоры между членами семьи нередко являются и причиной возникновения в доме отрицательной энергии. Усугубляет это все завистью, недобрыми мыслями, которые посещают ваш дом. И практика очищения своего дома при помощи соли нужно всегда выполнять, если вы чувствуете, что у вас возникают какие-то проблемы. Вы чувствуете себя нехорошо. Ну и для того, чтобы выяснить это, вы можете поставить на огонь сковородку. Раскалите ее хорошо и высыпьте на нее небольшое количество соли. И вот эту соль жарьте на сковородке, иногда помешивая где-то в течение от 7 до 15 минут. При благоприятной атмосфере в доме ее цвет не изменится. Может он только слегка пожелтеть. Потрескивание и приобретение солью темного цвета, знаете, это достаточно плохой сигнал, который уже требует принятия срочных мер.
Конечно же, для проведения следующей практики вам понадобится соль, которую вам нужно будет рассыпать по всем углам вашего дома и оставить на ночь. При этом очень важно придерживаться всегда одного простого правила. Никогда никому не рассказывать о тех практиках, о тех ритуалах, о обрядах, которые вы проводите. Это очень важно. Утром соль следует смести влажным веником и выбросить эту соль подальше от дома. И вот эту практику постарайтесь провести несколько раз с интервалом ровно в 2 дня. И вы увидите, что по окончании результат просто станет очевидным для вас. Как вы все знаете, негативная энергия попадает в наш дом через порог. Поэтому соль на пороге для защиты вашего дома нужно посыпать для того, чтобы блокировать путь плохой энергетики для проникновения в ваш дом или квартиру. Самая простая практика, о которой мы сейчас поговорим, возьмите соль и насыпьте на этом месте ровную полосочку соли. Таким образом, вы сможете обезопасить свой дом не только от влияния дурных мыслей тех людей, которые приходят к ваш дом, но и от собственного даже негатива. Также вы можете сами изготовить оберег. Этот оберег достаточно простой в изготовлении, но достаточно сильный и эффективный. Что вам понадобится? Вам понадобится холщовый мешочек, внутри которого насыпьте соли. И зашейте этот мешочек и повесьте справа сверху от входной двери. И желательно вот раз в месяц этот мешочек следует заменять на новый. Если к вам никто не приходит, да, есть такие люди, что они не любят приглашать гостей, то тогда вы можете и раз в 2-3 месяца менять такой мешочек. Но если в ваш дом постоянно приходят гости, знакомые, много у вас родственников, то как можно чаще меняйте этот мешочек соли. Потому что когда люди приходят в ваш дом, в вашу квартиру, таким образом соль берет вот этот негатив и поглощает в себя. И вот лучше, чтобы как можно чаще вы меняли этот мешочек. Также, если вы, возможно, стали замечать, что кто-то пытается вам навредить, а талисманов для защиты у вас нет, или вы не знаете, что делать, используйте именно мешочек с солью. Вы знаете, именно мешочек с солью, если вы обратитесь к истокам других народов, вы узнаете о том, что многие вот именно с помощью мешочка с солью проводят эти практики. Поэтому вы можете сшить маленький мешочек, который вам было бы удобно постоянно носить в своем кармане или в сумочке. Но важно, чтобы вы сами его сделали руками. Даже если у вас он будет какой-то неровный, где-то не будет получаться, ничего страшного. И вот на эту соль нужно сказать следующие слова. Соль, соляник, от любого горя охранник, послушай меня, от порчи храня, от ненависти и беды огради и отведи. И вы после этого этот мешочек должны носить всегда с собой. Конечно, чтобы именно этот оберег защищал вас от любой негативной энергии, старайтесь никому не рассказывать об этом, потому что недоброжелатель, ваш враг или ваш знакомая, которой вы уверены, что она к вам относится доброжелательно, а это не так, каким-либо способом узнает у вас о наличии этого мешочка, могут просто забрать у вас, испортить этот оберег. И таким образом такой человек легко может нанести вам вред. Также вы можете наговаривать и на свою соль, которая у вас находится в солонке на кухонном столе. И вот после этого она может впитать зло, которое проникает в ваш дом. Если вы видите о том, что ваш мешочек порвался, соль рассыпалась, паниковать не стоит. Это указывает на то, что вот ваш этот мешочек, который вы носите постоянно при себе, взял на себя удар негативной энергии и таким образом отвел от вас какие-либо беды и несчастья. И в таких случаях нужно быстро его заменить на новый. Очень-очень важно, чтобы вы
поменьше кому-либо о чем рассказывали. Помните также и о том, что ни при каких обстоятельствах никогда не стоит одалживать соль или брать ее взаймы, потому что считается, что вы таким образом, если вы одалживаете кому-то соль, вы можете отдать свое везение. Или если вы сами берете взаймы, то вы можете обзавестись вот той вот чужой энергетикой, которая очень часто бывает именно негативной. Помните и о том, чтобы дальняя дорога оказалась удачной, перед отъездом нужно на стол поставить солонку. А емкость для хранения соли, она всегда должна быть деревянной. Таким образом, магическая защита соли будет очень сильной и поможет человеку в его очищении от негатива. А вот для привлечения в дом денег желательно на кухонном столе оставлять на ночь солонку, но именно закрытую солонку. Кроме улучшения благосостояния, это еще и будет помогать очищать ваш дом от плохой энергии и защищать обитателей от порчи, сглаза или проклятия. И меняйте содержимое солонки один раз в 3 дня. Но именно эту соль, которую вы оставляете на ночь, запрещено употреблять в пищу, поскольку она уже впитывает и содержит достаточно много негатива. Вот сегодня с вами мы хотели поделиться вот этой важной и ценной информацией касательно соли. Друзья, пользуйтесь этой информацией себе во благо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, друзья, ссылка в описании к этому видео. На нашем телеграм-канале очень много интересной, полезной, важной и нужной для вас информации. Также обязательно прямо сейчас ставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео будет полезно и интересно. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 прямоугольника, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много полезной, важной и интересной для вас информации.